Всем привет! Давайте посмотрим, что вы проработаете в этот коридор затмений. Ваши процессы. Я уже вижу, что кто-то вообще так стартанет мощно по жизни, в мага своей судьбы, в мага своей реальности. Но это, опять же, через проработку себя, всех программ. Так. Кто-то уйдет из своей морали, из своих устоев, бросит это все, как чемодан без ручки, и пойдет в свое путешествие. Да, мне будет трудно, но я все равно иду в свое свечение, в свой путь, потому что меня ведут высшие силы. Тут сам Творец вышел, ангел-хранитель ваш. Я тотальный во всем. Я тотально иду в трансформацию, превращаюсь в ничто и достигаю сознания Будды, 5-го уровня бытия. Так, как интересно. И я прорабатываю в себе всю жертву. Я исцеляю в себе все тела, тонкие тела и карму. Очищаю свою карму. Тем самым я взлетаю вверх. Тем самым я завершаю свою старую жизнь и начинаю, гармонизируюсь внутри, нахожусь в потоке. Это поточное мышление, это поток, когда вы чувствуете этот поток, вы живете в этом потоке, и мирно у вас завершаются все процессы, которые должны были завершиться, которые вы подчистили хорошо. Вы сначала дошли до вот этой точки нуля, да? Абсолютный ноль. И вот после этого у вас только встреча с Творцом, исцеление всех ваших чакр, всех тонких тел, кармических узлов, все вот это. Частично сейчас это видео будет перекликаться с тем, что я дала в своих сокровищах рода в этом видео. Там я тоже объясняю мироустройство. И вы идете в свою новую жизнь в распаковке своей силы. Внутренняя сила в вас теперь живет. Вы теперь в потоке. Поточная женщина в потоке, когда не в говномешалке в голове, а в потоке. Это совсем другое. Не когда цепляюсь я за прошлое, а когда я в расцвет иду, когда я иду в свое свечение, когда я иду в солнце свое, начинаю новую жизнь, как будто процесс рождения себя заново. Здесь также новое начало, но я говорю, новая жизнь начинается, да? И это вот из клетки выхожу наконец. Всегда чувствовала себя не тем, кто я есть, либо я жила не своей жизнью, либо жил не своей жизнью. Откладывать нельзя больше. Все. Вот это как раз период того, что я вступаю в свою новую жизнь. Как маленький ребенок я вступаю. Печаль. Сразу взлетаю, сразу в зрелость, сразу в мага своей судьбы. Из вот этого состояния горя, печали глубочайшей, кармы, вот этой тяжелой кармы, я взлетаю просто буквально к небесам, к звездам, и начинаю общаться с Творцом напрямую. Я иду в свою зрелость, я иду в свою свободу, прыгаю в свою свободу. И, девушки, распаковываем себе, что у меня с голоса, распаковываем себе ресурс. Это источник ваш, источник жизненной энергии, силы. Это та энергия, на которую слетаются вообще все живое на планете Земля. Это ваша энергия любви. Это сила внутри вас. Мои верховные жрицы, это в вас только есть сила. Ну, понятно, долгое время была как в замороженном состоянии, но все порушено. Все просто подчистую, когда фундамент зачистили, когда произошел взрыв, когда эта башня, это когда высшие силы даже приходят, укладывают вас в трансформацию. Глубочайшая трансформация идет жизни всей. Чувство вины тут было,
Тут столько программ было, боже мой. Мечта о счастье, но проекции, бесконечные проекции в личной жизни, когда не видишь партнера, когда нет истинной любви, когда только проекции друг друга, какие-то ожидания бесконечные. Вы представляете, вы свое колесо судьбы сейчас прокручиваете и идете в истинную любовь. В истинную любовь, когда у вас мужчина ваш, и вы имеете свои корни, имеете свой фундамент, но сплетаетесь ветками, ветвями, да. То есть это вообще связь с родом. Его род с вашим родом дружит. Смотрите, ваша шизофрения была связана с прошлыми жизнями, с прошлыми воплощениями и с кармой. Бесконечная карма, 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 карма. Все. Вычистила всю эту карму, отождествилась с Творцом, вышла на творческий дух туда. Поточное мышление – это когда творчеством ты занимаешься. И твое творчество приносит тебе деньги еще к тому же. Или такое дело, которое ты горишь этим делом, оно еще у тебя и получается, и финансы идут. И также это вот внутреннее свечение, когда ваша аура восстанавливается. Я сказала этот процесс, объяснила в закрытой группе своей. Не для всех информация, поэтому хотите, идите на курс рода, оплачивайте этот курс, пока он стоит 3000 рублей, потом я его сделаю 7000 рублей, и будете в курсе вообще, как устроена Вселенная и так далее. Так, терпение. Терпение, терпение. Нужно обнулиться, нужно сгармонизироваться, борьбу все убрать, распаковать внутренний голос, услышать. От всех сущностей нужно разотождествиться со всеми сущностями и выстроить свои четкие границы. И эта граница только аурой своей выстраивается. Так, дальше. Без иллюзий. Соединение с Творцом идет на уровне вашей глубинной трансформации. Фениксы, особенно для вас. Трансформация идет, когда вы из пепла восстанавливаете себя. Когда у вас вот это свечение, оно вас толкает вперед, в ваше предназначение. К вам будут идти ключи и ресурсы для того, чтобы вы распаковали в себе вот свое предназначение. Карма опять, карма, карма. Выпорхните из клетки из этой кармы. В изобилие идите, в щедрость идите. Вы в стрессе, когда вы сравниваете себя с другими, когда у вас конкуренция идет на всех уровнях бытия, в личной жизни конкуренция постоянно должна быть лучше, чем она там, или мужчина, если тоже смотрит, да. Мужчинам, кстати, можно конкурировать, женщине нельзя, нет. Все, она сразу теряет свое поточное мышление, все, она сразу придавливается вот этой бетонной плитой. Все, вот в таком состоянии сжатия находится и в стрессе. Вы это все исцеляете, ребята, вот посредством вот этого проработки. У кого-то было энергетическое истощение, связано это с тем, что вами повелевали и командовали, все, кому не лень, у вас не было вообще внутреннего голоса и позволения, права жить так, как вы хотите. Вы идете в победители. После тяжелейшего периода, когда мысли ваша тяжелейшая голова была, знаете, когда как будто кирпичи вот там в голове, обручем сдавливает голова, потому что паттерны чужие, потому что чужой жизнью будто бы живете по указке кого-то. Вы пошли вглубь себя, заземлились, замедлились, и вам тут даже сам дьявол начал помогать. То есть дьявол в материи — это хорошо, когда он помогает. Дьявол может быть только в материи. Нигде в остальном такого быть не должно. Дьявола не должно быть в личных отношениях. Не должно быть привязка по дьяволу, по сексу, понятно, да? Зависимости тоже убирайте все. Ну, в мастера просто пошли, вам открылись возможности все.
вашим активным участием в своей же жизни контроль наконец сбросили и поняли, что вы и есть вся Вселенная. Девушки, кто меня слушает, вы и есть вся Вселенная, вы и есть весь мир. Кто-то висел в жертве, все воплощения подряд. А сейчас буду легкой походкой идти по жизни, припеваючи. На компромиссы многие шли, играли в какие-то игры политические, все это нахер обнулили, и пошла в императрицу. Я императрица. Я императрица, мной нельзя повелевать. Ни петухам нельзя повелевать, ни каким-то там треугольникам, тут не место. Я императрица, я единственная. Я в себе исцелила все. Все свое прошлое я исцелила. Весь свой ресурс забрала. Жадина своего ресурса. Вот жадна до своего ресурса. Не давать никому просто так вас пожрать. Не давать. Это во всех аспектах касается. Понимаете? Это пожрать энергии за просто так вот сейчас. И я иду в свою земную жизнь для того, чтобы совершить прорыв, встретить свою истинную любовь. Опять я в потоке, я в потоке, я креатор, я мастер. Я мастер процветания, я мастер своего счастья. Я переродилась, я в себе упаковала и соединила инстинкты, чувства, голову, тело. Все соединила в себе, все сгармонизировала. Теперь я буду лениться, а ты будешь, дружочек, работать. Хочешь быть со мной? Перерождайся тоже. Это к мужчинам обращение. Хочешь быть с такой женщиной? Давай к звезде к своей иди, через отшельничество, да. Потому что, ну, набирайся зрелости, хватит играться. Хватит играться и, знаете, такой вот подход, когда с игривостью. Так, я сейчас еще хочу посмотреть на Вселенную. Хочу коротенький раскладик сегодня сделать, чтобы вас не сильно напрягать, а то мои расклады иногда такие долгие, что, может быть, кому-то там не зайдет или... Из жертвы выходите. Я вам сказала, как. Идете в свою роскошь, даже через преодоление своих страхов. Распаковываете в себе талант. Вот знаете, мне сейчас показано, что к вам идет уже посланник любви на самом деле, но именно к той женщине, которая настолько она сильная сейчас, и она притягивает на свою энергетику, она притягивает свободного мужчину на свою энергетику. Понятно? Жертву вычистила, все, теперь свободный мужчина на нее идет, как на нерест. Ну, потому что вы победили, девочки, вы победили, молодцы. Уже активно будет созидать. Так. Это вы ушли, что ли? Ну, вы ушли, либо вас ушли из отношений, где только по страстям было, и тем самым, то есть вы обнулили вот этот цикл, ушли в свое новое путешествие. Сейчас у вас дается колесо фортуны вам в руки, удача и мощный заряд энергии на действие. Опять в императрицу идете, девчонки, в изобилие свое, в счастье. Из самоограничений выходите, из ограничений, из клетки своей выходите, из жертвы выходите. У вас связь с Творцом напрямую. Прошли, смотрите, кто-то пройдет через, либо прошла уже цепь этих уроков кармических, либо еще предстоит пройти. Тяжесть бремени, луна, то есть не проявлено, ничего не понятно, где-то в болоте в каком-то, в трясине будто бы была. А сейчас у вас результат действий будет уже ваших. Понятно.
результат действий после вашей трансформации. Что они получат после трансформации? Будете ждать успеха созревающего. Во-первых, после трансформации у вас поменяются мозги. Ваши ДНК на уровне сознания. Поменяется все это. И произойдет прорыв ваш. Четко отстроены границы. Что они еще получат? Сейчас. Искусство равновесия. Так. Исцелите свое сердце израненное. Связано оно с мужчиной, который вас вроде бы как любил, но на самом деле манипуляция там сплошная была и игра. Что они получат после трансформации? После башни, после вот этого тяжелейшего слома привычного, это перерождение вашей души. Это заново начать жить. Это переход к лучшему, выбор обнулиться, начать заново. Кто-то идет в семью, причем наполненную, счастливую и быстро очень. Стабильность, где будет благ ваших, материальное благополучие. Здесь материалка пошла. Праздник любви, глубокое удовлетворение и душевное партнерство. Берем, берем.